Всем добрый день! В этом видео я рассказываю, что такое медитация. Есть маленькое определение, есть большое определение. И сейчас я постараюсь разложить все по полочкам, что же такое медитация. Потому что многие, да мне кажется, каждый человек практически на Земле слышал про медитации, про медитацию. Представляют монахов, как они медитируют, либо что-то другое свое представляют. Ну, давайте начнем. Маленькое определение, короткое. Медитация – это тренировка нашего мозга. А вот теперь большое определение, и уже конкретно буду рассказывать про тренировку и так далее. Вот смотрите, чтобы, допустим, накачать физическое тело, нам нужно идти в спортзал. Чтобы элементарно пресс там тот же самый накачать, нам нужно делать упражнения на пресс. Чтобы нам раскачать руки, ноги, мы также занимаемся определенными видами спорта, определенными упражнениями. И наш мозг образно это тоже мышца. Мышца, которую нужно качать, которую нужно тренировать, которую нужно развивать. И медитация – это одно из самых сильных, глубоких и эффективных упражнений работа с нашим мозгом. Чтобы наш мозг развивался, чтобы наш мозг трансформировался, чтобы наш мозг получал новые нейронные связи. Медитация – это находиться в состоянии здесь и сейчас. Легко сказать находиться в настоящем. Ну, допустим, конкретный пример. Вы сейчас смотрите это видео, и о чем вы сейчас думаете? Вы смотрите на меня и полностью вовлечены все ваше внимание в этом видео, либо вы думаете, что сделать после этого видео, чем заняться, куда сходить, куда, может, там в магазин какие-то дела или еще что-нибудь. Или у вас какие-то триггеры, вы вспоминаете ситуацию на работе, ситуацию, которая была прошлым летом, прошлой зимой. Ну, то есть наш мозг постоянно идет переработка информации, что было в прошлом, что было в будущем, что сейчас, что нужно сделать. И для всего этого, чтобы разгрузить мозг, чтобы его очистить сознание, чтобы было ясное видение. И нам как раз для этого нужна медитация, вот как она и работает. То есть, если мы хотим прокачать физическое тело, мы идем в спортзал, занимаемся физическим упражнением. Если мы хотим такое же внимание уделить нашему мозгу, прокачать его, улучшить его свойства нейропластичности, создания новых нейронных связей, отказаться от чего-то старого, быть в моменте, быть в настоящем, то для этого у нас есть медитация. Медитация также это концентрация внимания, это фокусировка, это делать какое-либо действие именно сфокусированным. Ну, допустим, элементарный пример, мне кажется, каждый из вас, и я в том числе, все в жизни медитировали, только мы не знали, что это была медитация. Допустим, вы моете посуду, и вы полностью вовлечены в процесс мытья посуды. Вы моете тарелку, вы ни о чем больше не думаете, вы как будто бы отлетели. Или вы едете на автомобиле, никого нету, либо наоборот там кто-то есть, и вы просто смотрите вперед, у вас мысли нету, у вас нет никакой интерпретации прошлого, будущего, вы в настоящем моменте, вы прямо здесь и сейчас, и вы как раз в этот момент медитируете. Ну, эти секунды, они очень-очень короткие в медитации, то есть достаточно медитировать там от 5 минут в день, даже 5 минут в день, это очень много, и эффект показывается, ну, вы сами готовы посмотреть на этот эффект, который будет, если вы будете медитировать 5 минут в день. Элементарно сравнить, там, неделю 5 минут в день помедитировали и неделю не медитировали, и вы поймете разницу уже на своем опыте. И медитация как раз нам это показывает. Или тоже пример такой, допустим, про медитацию. Вы едете в метро, вы смотрите в окно, и вы как будто бы куда-то провалились, как будто бы куда-то в транс ушли. И для вас уже не существует вагона, вы уже не смотрите на людей, вы уже ничего не анализируете, не думаете, и вы просто там 2-3 секунды, потому что, ну, больше, к сожалению, редко когда получается. Вы просто в этот момент ни о чем не думаете, вы ничего не анализируете, вы просто как наблюдатель, у вас нету мыслей. И вот медитация это тогда, когда вы становитесь наблюдателем своих мыслей. Наш мозг постоянно приходят мысли, различные мысли. И вы их не анализируете, вы их не интерпретируете. Вы просто начинаете созерцать, вы просто начинаете наблюдать. А что же происходит? Вы когда сели медитировать, неважно в позе лотоса, можно сесть по-другому, главное, чтобы была прямая спина, там тоже есть много техник, практик, видов медитации, ну неважно. Когда вы в медитации, вы становитесь наблюдателем, вы наблюдаете за собой, что у вас происходит, что у вас происходит в теле, что именно происходит здесь сейчас. Вы можете концентрироваться на дыхании, чтобы не сбиваться с мысли. Те мысли, которые вам приходят, вы с помощью дыхания себя ловите на том, чтобы не вовлекаться в эти мысли, а опять же оставаться здесь и сейчас. Вот это вот и есть медитация. Также медитация это контроль над чувствами и эмоциями, потому что всю нашу жизнь мы как роботы, мы как животные, нами управляют большинство
большинстве случаев это наши чувства и эмоции. Да, у нас есть там неокортекс, у нас есть время свободной воли перед стимулом и действием. Мы иногда думаем, но в большинстве случаев нами управляют чувства и эмоции. Опять же, кто-то вас обидел, кто-то вам что-то сказал, ситуация какая-то произошла на работе, вам не выплатили ту премию, на которую вы рассчитывали, и вы во все это эмоционально вовлекаетесь, и вы во все это отдаете свое внимание, свою энергию, вы истощаетесь, вы очень сильно переживаете по этому поводу, что-то там произойдет в будущем, либо в прошлом, либо здесь в настоящем. И вот медитация — это контроль над чувствами и эмоциями. Это сказать: так, стоп, ну и что? То, что премию вы получили там не 100 тысяч рублей, а 90 тысяч рублей, что из этого? Почему я эмоционально в это во все вовлекаюсь? Я как будто бы угасаю, я трачу на это свою силу, энергию, и ситуацией владею не я, а владеет мой мозг и отдельные зоны в моем головном мозге, которые отвечают за чувства и эмоции. Медитация нам дает над этим контроль, как бы сказать: так, стоп, пауза, я нахожусь здесь сейчас, я в настоящем, вот есть ситуация, и эту ситуацию можно проанализировать и потом уже понять, даже не понять, а либо снизить эмоциональный накал, либо наоборот его повысить. Ну, то есть именно контролировать свои чувства и эмоции. Не зря люди говорят то, что большинство действий мы совершаем именно с этим импульсом чувств и эмоций. Ну, допустим, вы идете по магазину, вы увидели что-то, у вас сразу же может какой-то триггер из прошлого, и вы захотели это купить. И вы подходите, покупаете, а потом приходите домой, распаковываете эту вещь, не знаю, это вещь, продукты или еще что-нибудь, и потом понимаете: блин, а зачем я это купил? То есть вами в данный момент, во время этой покупки, не вы контролировали ситуацию, а ваши чувства и эмоции. А медитация учит именно контролировать свои чувства и эмоции и увеличивать это пространство свободной воли, свободной мысли. Когда что-то произошло, а вы не сразу же реагируете на это, а есть какая-то пауза. Вы подумали, осознали и потом уже предприняли какое-либо действие. Вот что есть медитация. Это такой крутой бонус от нее. Также медитация — это расслабление и ясность. Стресс. У каждого в жизни есть стресс. И не бывает такого человека, который прожил 100 лет, у которого все хорошо, у которого не было ни конфликтов, ни стрессов, ни каких-то спорных моментов, который все это налегке перенес. Это все какая-то фантастика, это все какой-то фильм. Стрессы есть каждый день, есть каждую неделю. Есть эмоции там положительные, отрицательные эмоции. И любые эмоции нужно испытывать. И отрицательные эмоции тоже нужно испытывать, потому что они нам приносят какой-то опыт. Мы через них растем в определенном случае. И в общем, если в нашей жизни очень много стресса, а как от стресса избавиться? Противоположность — это расслабление. И медитация — это расслабление. Это когда вы сели, это когда вы помедитировали, либо после медитации, и вы полностью расслаблены. У вас чистое сознание, у вас чистый разум. Вами никакие внешние и внутренние триггеры вами не управляют. Вы сами управляете все, что есть у вас. Вот расслабление. И мы живем сейчас в такое время, когда стресс на каждом углу. В городе, на работе, в семье, в стране, в мире столько новостей происходит. И бешеный поток информации. Тяжело без стресса. И нужно учиться управлять этим стрессом и контролировать этот стресс. И уметь расслабляться. И вот медитация — это один из самых эффективных способов, как избавиться, либо контролировать стресс, научиться расслабляться. Медитация также — это ясность, это ясное видение, это четкое понимание, чего я хочу. Это вот после медитации это приходит. Четкое понимание, чего я хочу, что я хочу, когда я хочу. Ваше внимание и энергия не распространяется и не рассеивается на все действия, которые вы хотите сделать. Так, сегодня у меня вот это, послезавтра вот это, постоянно суета идет в голове. Благодаря медитации появляется ясность, здесь все раскладывается по полочкам. И вы: так, вот это, я сейчас делаю вот это действие, конкретное действие, которое меня приведет к следующему, к такому там результату, я получу такой опыт. То есть это собранность, это вот, знаете как, наверное, я бы даже сравнил это состояние похмелье и ясное состояние. Грубо говоря, когда человек просыпается с похмелья, у него голова болит, тело болит, он тупит, ничего путем не понимает, он не собранный, растерянный, он сам не свой вообще. Состояние просто дурацкое. А вот ясное состояние, когда там человек долгое время не пил, либо вообще не пьет, он когда просыпается, и у него ясный ум, ясное сознание, он четко понимает, где он находится, что он делает, что он будет делать. То есть, опять же, это можно привести на примере. Это как похмелье, я сейчас так образно и грубо говоря
говоря, это когда наша повседневная жизнь, в которой очень много стрессов, очень много обязанностей, суеты, мыслей, тревоги, чего угодно. Мы живем в этом мире, и вы сами прекрасно понимаете. А ясность — это когда вы просыпаетесь, и вы совершенно другой человек. И опять же, эту ясность вы можете развить благодаря медитации. И эту ясность вы можете понять, прочувствовать на себе, прожить это состояние именно благодаря медитации. Дальше, что такое медитация? Медитация — это наблюдение и созерцание. Это когда вы становитесь наблюдателем. Любые события, которые происходят в мире, любые события, которые происходят в семье, на работе, в жизни, да неважно где. И вы в это все не вовлекаетесь, а вы просто наблюдатель. Вы просто сели, окей, что сейчас, что сейчас, что сейчас. И вы просто думаете. Даже не думаете, а вот именно наблюдение. У вас различные мысли приходят в голову, различные суждения, идеи различные приходят, а вы просто наблюдатель. Это очень тяжело быть наблюдателем, тяжело к этому прийти, охота все время анализировать, охота все время какие-то идеи давать, советы, рекомендации самому себе, окружающим и так далее, какую-то оценку давать различным событиям, суждениям, словам там, а вы от всего этого отходите, и вы просто наблюдатель, вы наблюдаете то, что происходит, опять же, вокруг вас и в самих себе, внутри себя. Но это потрясающее чувство именно наблюдения, чувство наблюдателя, чувство созерцания. Это вот как раз медитация. Дальше. Медитация также это особое состояние стабильности. Это люди, которые медитируют, и я на своем примере могу это сказать, их тяжело вывести из состояния равновесия. Вот у них есть стабильное состояние, и любая жизненная ситуация, любое действие, которое происходит, обычно, вот не знаю, там 2 года назад, допустим, или там 3 года назад, я бы в это эмоционально вовлекся, если что-то там нехорошее произошло, либо хорошее, там начал бы нервничать, переживать, волноваться, вовлекаться. А сейчас это как покер-фейс, это как в покере. У вас именно стабильное состояние, уравновешенное состояние, и вы на все реагируете с одной реакцией, с реакцией наблюдателя, с реакцией контроля именно своими чувствами, эмоциями. Опять же, это потрясающее чувство, его можно прожить, и каждый может этого добиться благодаря медитации. Советую начать медитировать. Дальше. Медитация — это постоянное возвращение к настоящему. Как я уже говорил в самом начале, не к прошлому, не к будущему, а именно в моменте. Это когда вы элементарно медитируете, вы сложили ноги лотосом, сели как удобно, можно по-другому сесть. Главное, чтобы была ровная спина. Про техники медитации я сниму отдельное видео, как медитировать, что нужно, чтобы начать медитировать, там и так далее. Это будет другое видео. Вот именно возвращение в настоящий момент. Вы когда медитируете, вы опять же, вы не в мыслях про прошлое, про будущее, про то, что происходит, где комар сел, где, я не знаю, какая-то птичка пролетела, какой-то звук, еще что-нибудь там произошло, где-то дверь хлопнула. А именно в моменте быть. Именно быть в настоящем. Это как сканировать себя, быть. Вот я сейчас говорю такие слова, быть в настоящем. С одной стороны, вы прекрасно понимаете, быть настоящим, ну что такого, это легко. Наверное, это легко быть настоящим. Но попробуйте в своей жизни целый день, либо какой-то, не знаю, даже 10 минут в день побыть в настоящем моменте. Это очень-очень тяжело. И когда вы реально захотите, когда у вас будет такое намерение, настрой там и так далее, именно быть в настоящем моменте, но это очень тяжело. Это опять же ни с чем не сравнимо. Это только можно понять на опыте, когда вы улетаете куда-нибудь непонятно куда, в прошлое, будущее, в мысли, в ментальное и так далее. Либо когда вы именно в настоящем. Это как вы, допустим, кушаете, и вы в настоящем моменте. Вы берете ложку или вилку, начинаете есть, и вы прямо это все чувствуете, вы в настоящем моменте находитесь. Это как прогулка по лесу. Вы можете быстрым шагом пройти по лесу, там, не знаю, до работы, до учебы или еще куда-нибудь. Либо пройти в моменте, пройти именно в настоящий момент. Идти и осознавать каждый шаг, каждое свое движение телом. Ловить все, что вокруг вас происходит. И именно быть в настоящем моменте. В общем, это тяжело. И это и есть как раз медитация. Это все приходит с опытом, с практикой. Что такое медитация еще? Отвлечь свое сознание от привычных каких-то действий. Наш мозг постоянно нам подкидывает различные идеи. Хорошие, плохие, да неважно. Что-нибудь проанализировать, кого-то осудить, кого-то похвалить, что-то подумать. Идеи. Наш мозг постоянно чем-то занят, постоянно что-то он анализирует, думает. Он постоянно в работе. И чтобы наш мозг отдохнул, чтобы он остановился, чтобы он перезагрузился, вот это вот и есть медитация. И вы раз таки сели, помедитировали, либо в момент медитации, либо после, и вы ни о чем не думаете. И ваш мозг в это время
отдыхает. Да, это приходит все с навыком. И вообще медитация это такой накопительный эффект. То есть, если вы помедитируете 2 дня по 5 минут, это, конечно, хорошо, это большой шаг к медитации. Вам будет очень тяжело понять разницу. И вот спустя, когда вы начнете медитировать неделю, 2 недели, 3 недели, и после этого срока вы уже начнете реально понимать, что такое медитация. Медитация все больше и больше, потому что медитация имеет именно накопительный эффект. В общем, это важно. Медитация также останавливает поток мыслей. Ну, в принципе, я, наверное, уже начинаю повторяться, то, что медитация это остановка внутреннего диалога, потока мыслей. Наверное, все уже попытался вам рассказать простым, доступным языком, что такое медитация, как она влияет на нашу психику, на наше состояние, на наше физическое состояние, на наше психологическое состояние. Вообще, что такое медитация? В этом видео я попытался рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, комментарии, то пишите, я буду на них отвечать. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго. До свидания.